Всем привет! Сегодня у нас шторный полуприцеп Schmitz с подъемной крышей. То есть видео будет интересно тем, кто планирует в будущем работать на шторном полуприцепе. Значит, сразу могу сказать, что это огромное отличие шторного полуприцепа с прицепом-мешком. Ребят, это две разные вещи, и не надо их называть одним именем. Я работал на мешке и знаю, что это такое, и теперь я работаю на шторе и знаю тоже, что это такое. Вот, поэтому сейчас мы откроем одну сторону, я покажу, как открывается крыша и как, собственно, она у меня поднимается. То есть она у меня приподнимается, то есть высота у нас прицепа идет 4 метра, то есть общая. Я могу ее увеличить на там 50, наверное, сантиметров, то есть получится у нас 4,50. Итак, в первую очередь мы отстегиваем вот эти наши все ремешки. То есть очень просто открываешь и убираешь, освобождаешь. Все, и так мы идем до самого конца. Следующий шаг у нас открыть вот этот вот замок. То есть здесь одна лапка, которую мы нажимаем и тянем вот этот рычаг. Не стесняемся с силой, то есть и у нас освободился он. Можете сразу, если вам нужно в ту сторону стянуть тент, вы можете сразу его отсюда достать. Спереди, как видите, у нас тоже, здесь у меня простая система, то есть вверх язычок и освободили. Если делать эту процедуру первую, не освобождая сзади замок, есть вероятность, что вы получите просто от силы, под которым, под давлением она будет находиться, вы получите себе какую-нибудь травму. По зубам, по губам, по рукам, неважно, но ничего приятного в этом не будет. Все, когда у нас здесь свободно, мы также эту стойку можем вытащить. Теперь я стяну нашу сторону всю назад. Хотя нет, давайте мы ее стянем вперед. И сейчас я объясню вам, почему я делаю именно так. То есть, если я начну тянуть там за ручку и пытаться назад тянуть, может получиться такая вот ситуация. Я не знаю, получится ли она сейчас у меня. И да, вот. Мы, если будем тянуть за начало тента, то мы упремся в какую-нибудь стойку. Поэтому всегда тяните так, как я вам первоначально показал. Все, ребята, сторона у нас открыта. У нас состоит прицеп из 4 секций. То есть раз, два, три, 4. И у нас 3 стойки. И доски также. То есть доски убираются очень просто. То есть просто они вынимаются. Я вам покажу на примере. Стойка снимается очень легко. То есть у меня вот здесь есть такой язычок, я его опускаю вниз, и вот она сама отходит. Все, она у нас перемещается на роликах куда хотите. И как видите, обратите внимание, она у меня здесь. Специально для того, потому что у нас поднимается крыша, приподнимается крыша. Для этого у нас здесь стоит такая вот пружинная система. Так, стойка мне не нужна, я поставлю ее назад. Собственно, вот так вот открывается сторона. Все. Все убираете, стойки сдвигаете, загружаетесь, как вам нужно. Следующий момент. Как сдвинуть крышу. Естественно, в первую очередь мы открываем ворота и переместимся тогда назад. Прежде чем идти назад, мне нужно взять одну приспособу. В моем случае она у меня находится вот здесь. Вот она, наша
Палочка-выручалочка. Все, пойдемте назад. Антибак-тахограф, датчик колейки – лучшие мобильные приложения для успешной и безопасной работы в дальнобое. Ищите в Google Play и App Store. Открываем ворота. Открываем обе дверки. И что мы имеем? В первую очередь нам нужно будет откинуть вот этот вот козырек. И наблюдайте за мной. Он очень просто откидывается. Главное, по центру аккуратненько его. У меня какой-то он кривой, вот. Отлично. Откидываем козырек и тянем, просто с разгона бежим, тянем за собой крышу до самого конца. Также она у нас и слаживается в обратную сторону. В моем случае крыша у меня подклинившая, и я об этом буду сообщать своему менеджеру, чтобы мне ее сделали. Вот. Поэтому я вам ее не буду открывать до самого конца. Я просто замучаюсь это делать. Да, проверяйте перед тем, как принимаете прицеп, перед выездом там с базы или откуда вы там будете выезжать. Проверяйте, как у вас работает механизм складывания. Как и шторы, так и крыши. Обязательно. Ой, вот, такие вот дела. Ну, а нам надо козырек назад закрыть. Вот так. Когда вы загружены и у вас нету возможности ходить в прицепе, то мы используем вот эти вот уши, которые должны у вас быть. Вот они. И с помощью этих ушей справа, слева переходами вы стягиваете крышу. Ну и последнее. То есть вторая сторона, чтобы вы понимали, разбирается точно так же, без всяких особых. Вот мой механизм подъема крыши. Вот этот инструмент у нас против часовой стрелки. Мы ее будем спускать, но нам нужно зажать до конца, то есть по часовой стрелке. И теперь мы можем обязательно при этом у вас при подъеме задней створки у вас должны быть открыты ворота. Обязательно. И таким образом мы качаем. И качаем, сколько вам необходимо. Желательно, если вы поднимаете ее до конца, то это делать с двух сторон одновременно. Ну, в смысле не одновременно. Там подкачали, там подкачали. Как видите, крыша у меня поднимается. Все, собственно. Если вам нужно поднять и ехать с поднятой крышей, то есть приподнятой, у вас высокий груз, то вы должны с каждой стороны, спереди и сзади такие же самые механизмы. Вы должны поднять с каждой стороны на одинаковое расстояние. Все. И с помощью мы ослабления против часовой стрелки откручиваем зажим, и у нас она опустится. Все, ребят, ничего сложного в этом нету. Вот такая вот система. Все, теперь в обратную сторону закрываем все. Вначале собираем доски, ставим на места. Все, здесь мы просто берем ее и волочем вперед, назад.
Здесь с каждой стороны у нас есть такие выступы на стенке. Мы за них просто заставляем стойку. Вставляем, насаживаем, точнее, на пику такую. И тоже я первую эту закрываю. И все, здесь тоже мы за угол ее заводим. И спокойненько начинаем рычагом этим затягивать. Не надо, ребята, до хруста упираться ногами. Еще что-то делать спокойно, рукой одной и контрольный, который тоже идет. Еще раз, все. Тент натянулся, натянулся. Не надо применять какие-то способы, силы, ломы там, я не знаю. И также закрываем аккуратно. Они не должны быть свободны, когда вы его затянете. Смотрите, если мы затягиваем ремешок, ну как бы здесь у меня слабовато, можно подтянуть. Вот, если у вас не будет оно прижато сильно, то у вас просто на ходу она может отскочить. И потом вы в зеркало наблюдаете, как у вас болтаются эти ремни в разные стороны. То есть, как я обычно делаю, я открываю, заставляю вот уже за этот самый и перетягиваю немножко. Но не сильно. То есть, должно быть напряжение такое. Не совсем туго, чтобы силу применять, а вот все. Тогда это у нас нормальное натяжение будет тента. Если они у нас все будут сами по себе болтаться, должным образом не затянуты, то и тент у нас не будет хорошо затянут. Поэтому обращайте на это внимание. Собственно, вот так вот разбирается шторный полуприцеп Schmitz. Я думаю, видео было полезно. Пишите комментарии, какие вопросы. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всем удачи, пока.